Здравствуйте, я Вячеслав Тиранский. И сегодня мы с вами поработаем над защитным действием под названием сайдстеп, под названием циркуль. И в этом мне поможет мой друг Сергей. Покажем, как это делать в парах. Значит, сам сайдстеп, как вы уже смотрели в предыдущих роликах, и если знаете вообще, как он делается. Ваша задача сместиться с линии атаки под углом 90 градусов. Вот, просто это сделать на ногах. Это все просто делать, когда перед вами нет партнера или противника. Вы это легко делаете. И в многих роликах вы видите, как многие спортсмены показывают, как это легко делается, когда они бьют, смещаются, перемещаются, на ножках все красиво, а потом смотришь бои, и всего этого нет. Но для того, чтобы это было, это должно быть миллионы должны быть повторений этих действий. И причем эти действия должны делать не только над школой, когда вы у зеркала делаете, или у мешка, а в парах. Самое важное — это пары. Если у вас в паре нет практики, большое сомнение, что это получится у вас в какой-то критической ситуации. Первое, когда вот вы начинаете делать вот этот сайдстеп циркулем, вы должны уйти с линии атаки. Первая нога должна быть, левая нога должна уйти в стороночку, потом вы должны развернуться под углом и нанести контратакующие действия. Вот. Это действие вы делаете под удар вашего партнера. Если он бьет справа, медленно наносит вам удар справа. Вот. Вы прицелился, все, вы стоите, забираете руку. Когда он наносит удар, вы вот сюда вот уходите. Потом убираете ногу. И отсюда он забирает руку обратно. Подставочку вам ставит сюда. Раз, подставочка 2, подставочка 3. Важен шаг вот этой ногой, передней ногой, когда вы уходите с линии атаки. Вот. Это контратакующая работа, такая более простая. Что когда вы работаете, он бьет, вы чуть сместились, даже под левую руку, без разницы. Вы ушли сюда и отсюда его контратакуете. Под левую руку, когда он работает, тут более сложная работа. Вы опять же прицелился, поставили, подставили, потом ножка уходит сюда, за ногу, и уже смещаем правую ногу. И отсюда работает, уже контратакует. Ноги. Самое важное в этом деле — ноги. Потому что когда вы будете работать быстро, двигаться, вам это действие надо будет очень быстро делать. Для этого вы должны хорошо прокачать всю систему мышц ног. Очень много упражнений надо делать для того, чтобы у вас ноги ходили. Вы знаете, выдающиеся боксеры в данное время. И в прошлом веке, если вы видели по видео, боксеры все занимались предварительно или совместно с тренировками танцами, для того, чтобы ноги прорабатывались в движении, на скачках, в прыжках. Вот такие вот действия. Они все прокачивают ваши ноги, эти действия. Вот. И потом ваши ноги слушаются команды с мозга. Вот. Вы отрабатываете, сработали. В другую сторону. Ушли сюда, сместились, сработали. Вот это циркуль на контратаке. То есть вы после уклона сместились. Потом циркуль на встречном движении. На встречном движении. Когда вам бьют справа, вы уходите опять же влево, но с ударом по животу справа. Наиболее такой простой вариант, очень хороший в применении. И опять же разворачиваетесь, наносите контратаку. Первым ударом вы немножко тормозите своего противника, потому что он с уверенностью бьет вас. Вы эту уверенность у него немножко забираете, вы уходите сюда и контратакуете. Что важно в исполнении вот этих вот элементов действия? То же самое под левую, когда вы уходите, вот сюда вы бьете. Это такое не очень
классическое неординарное действие на ногах. Вы одну ногу ставите за другую, то есть вы в неравновесии. Но если вы это сделали быстро, у вас это получится. Но быстро надо сделать, я уже говорил, надо очень хорошо иметь подготовленные ноги. Так вот, какие детали вам надо соблюсти? Когда вы бьете в живот сюда, вы мало того, что вы должны быть перекрыты, плотно перекрыты, потому что есть противники, которые могут сработать уже на ваших, вы вроде бы сработали на контратаке, а он вас обманул и работает на контратаке уже на вас. То есть вы бьете, вот, да, и он вас тут подхватывает. Поэтому вы должны перекрыты быть максимально. И этот удар, который вы готовите, встречный, должен быть очень быстрый, и рука должна вернуться, сразу же должна вернуться к голове. Вы должны максимально быстро вернуть руку к голове. И эта рука уже работает. То есть вы ударили, уже отсюда работаете. Вы ударили, уже отсюда работаете. Вот это действие, удар и возвращение руки должно быть максимально быстро. Поэтому работа отточенная должна быть в техническом плане. Мало того, что вы должны шагнуть, убрать ногу, вот эта рука, которая работает, она также навстречу может бить вот отсюда. Вы можете одним ударом уже здесь закончить работу. Но вас интересует циркуль, вы сместились и уже отсюда работаете сбоку. Вся работа ручная, вся вот здесь вот. Вы сместились, и рука сразу же в голове, вы развернулись, и работа здесь. Сместились, раз, два, три. Сместились, раз, два, три. Там по площадям можно бить как захотите. Это зависит от ситуации. И также влево, вправо, когда вы уходите, сразу же ручка идет сюда. Сразу же, когда вот она идет сюда, вы уже разворачиваетесь. Она пошла сюда, вы уже отсюда бьете. Вы ударили, отработали. Третий вариант, который мы тоже рассматривали в предыдущих роликах, когда рассматривали техническое исполнение этой работы, циркуля. Вот эта нога уходит вот сюда. Вы можете уйти сюда, а можете уйти сюда. И разворачиваетесь уже вот на этой ноге. Но уйти вам надо не в сторону, а под 45 градусов вправо. То есть сюда уходите, и уже отсюда с ударом бам-бам-бам наносите удары. Давай с этого плана, с немножко. Вот, сюда ушли, на этой ноге развернулись и отсюда нанесли удары. Чем это удобно, что вы потом можете вот этой ногой еще, кикбоксерский вариант, еще ногой сюда ударить. То есть вы сместились, ударили. Да, отсюда. Вот. Ушли сюда. Раз, два, три, четыре. Ушли сюда. Раз, два, три, четыре. Ножку чуть оттянули и ударили. Вот мы поработали на месте, посмотрели, как оно. Важно, чтобы вам партнер помогал в этой работе. Вот правая рука идет, вы сместились, и руку моментально забираем, а вот это бьет. И подставочки, чтобы вам он подставлял ручки. Вы почувствуете, куда вы бьете. Давай. Вот вы. Раз. Ударили в левую сторону. Раз. Вот сюда. И потом можете добавлять ноги. Потом дальше идет работа с развитием этой работы. То есть мы уже условный бой. Мой партнер знает, что я буду наносить ему работу с сайстепом циркуль. И мы работаем спокойненько. Он бьет пока только прямые удары. Спокойненько бросает прямые удары. Я хожу, он бьет, я подставочки делаю. Он не знает, когда я буду делать. Мы договорились, но он не знает. Должен быть для него легкой неожиданностью. Да, я вот готовлю, смещаюсь. Вот. И он должен поддавливать. Чем
классная эта работа тем, что противник, когда там, суперфайтер бежит на вас, хочет вас там, вы этой работой уходите с линии атаки, он вас давит, а вы сюда все время уходите. Он немного заступает, мимо надо бить, не надо бить мимо. Вот сюда уходите, все время он чуть подталкивает, вы раз сюда сместились, чуть подталкивает, раз сместились, меня бей, не мимо. И он делает шаг, и шаг, и шаг, и шаг, подшагивает, подшагивает, подшагивает. А вы защитились, вот ушли, он дальше идет, вы вот ушли, вот ушли, вот ушли, и все время забираете ноги. Двигается, двигается, вот сюда, вот, у нас третья, опять ушли, вот. И когда он вас поддавливает, вы уже смотрите, как слушаются ваши ноги. Если не слушаются, резина, железо и технические элементы. Исправляем движение, шлифуем их, тренируем, оттачиваем. Тогда у нас получится. На сегодня все. Смотрите наши ролики, подписывайтесь, задавайте вопросы.